Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео я предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые, яркие, интересные слитки. Вяжутся данные слитки очень просто, смотрятся при этом очень красиво, очень оригинально. При желании эти слитки можно будет украсить каким-либо декором, бусинками, помпонами. Здесь это уже на ваше усмотрение, так как сами по себе, я думаю, они смотрятся очень красиво, очень ярко, и вашим ножкам будет очень комфортно и тепло вот в данных слитках. Вязать эти слитки в мастер-классе я буду на размер ноги 38-39. Но в процессе вязания сейчас мы с вами разберемся, как эти слитки можно будет связать абсолютно на любой размер ноги. Если говорить по принципу вязания, то вначале мы с вами наберем петли и свяжем этот манжет. Манжет здесь идет такой достаточно свободный, он хорошо облегает ногу, но при этом не болтается. Поэтому для ноги средней плотности, независимо от того, на какой размер вам нужны эти слитки, смело можно набирать это же количество петель, которое я показываю и в мастер-классе. Далее, после того, как мы свяжем вот этот манжет, мы будем приступать к вязанию мыска. И вот как раз таки длиной этого мыска можно и отрегулировать размер данных слитков. То есть, если, к примеру, данные слитки вам нужны на меньший размер ноги, то вам необходимо его провязать там на несколько рядов меньше, нежели я показываю в мастер-классе. Опять же, если ваша плотность, возможно, будет отличаться от моей, то в этом случае вы должны обращать внимание не на количество провязанных рядов, а на количество сантиметров, которое получается в итоге каждая из этих деталей. В процессе вязания слитков я каждую из этих деталей измеряю в сантиметрах. То есть, еще раз, размер слитков мы регулируем длиной этого мыска. После того, как мы свяжем мысок, нам останется связать подъем и подошву. Подошва у данных слитков идет цельновязанная, здесь нет никаких швов именно на подошве. В конце мы с вами сошьем только вот этот задний шов. Для вязания этих слитков нам понадобится пряжа. Я буду вязать эти слитки из пряжи Alize Lana Gold. По составу это у нас будет идти 49% шерсти, 51% акрила, и метраж у данной пряжи на 100 грамм 240 метров. Также, кроме пряжи, нам еще понадобятся спицы. Я взяла спицы диаметром 3,5 мм, 2 чулочных спицы и круговые спицы, так как верхнюю часть, подъем и подошву я буду вязать на круговых спицах. Длина у меня от кончика до кончика 60 сантиметров. И мысок я буду вязать на 2 чулочных спицах. Поэтому, друзья, если вам нравятся данные слитки, предлагаю связать их сейчас вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. На круговые спицы диаметр спиц я взяла 3,5 мм. Обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, набираю 48 петель. На спице я набрала 48 петель, и теперь приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее все остальные петли я буду провязывать лицевыми. Так мы вяжем до конца этого ряда. В конце ряда наши последние кромочные петли на протяжении всего вязания мы будем провязывать изнаночной петлей, после чего вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и далее опять все петли я провязываю лицевыми. То есть мы вяжем сейчас и в лицевом, и в изнаночном ряду, провязывая все петли лицевые так, чтобы у нас образовывались платочные дорожки. Первую кромочную петлю мы всегда будем просто снимать, не провязывая. Последнюю петлю в конце ряда мы будем провязывать всегда изнаночной петлей.
Итак, я провязала 2 ряда, провязывала все петли лицевыми. Вязание я держу лицевой стороной вверх, и у нас получается наша наборная дорожка. И после дорожки наборной идет первая платочная дорожка. То есть смотрите, мы сейчас должны провязать участок, провязывая все петли лицевые так, чтобы от нашего наборного вот этого края было провязано всего 7 платочных дорожек. Одна платочная дорожка равняется 2 провязанным рядам. То есть, соответственно, одну платочную дорожку мы уже с вами провязали. Еще нужно провязать 6 платочных дорожек или 12 рядов. Итак, вот от нашего наборного края у меня провязано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 платочных дорожек или 14 рядов. Вязание я держу вот лицевой стороной вверх, и теперь мы должны взять нить контрастного цвета. Никаких закрепляющих узелков я не делаю, просто кончик прикладываю к краю, пальчиком придерживаю. И сейчас первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у нас идет вот смена цвета. То есть вот первая кромочная лицевая, и далее все остальные петли в лицевом ряду я также сейчас провяжу лицевыми нитью контрастного цвета. Вот эту нитку от моточка здесь я не обрывала. Итак, я провязала лицевой ряд лицевыми петлями. Последнюю кромочную петлю я провязала изнаночной, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны, в тот момент, когда мы будем вязать наше полотно нитью, вот в моем случае белого контрастного цвета, эти ряды изнаночные мы будем провязывать изнаночными петлями. Поэтому первую кромочную петлю я снимаю, и далее остальные все петли до конца этого ряда я провязываю изнаночными, так, чтобы с лицевой стороны у нас образовывалась лицевая гладь. То есть вот вяжу до конца этого ряда, провязывая все петли изнаночными. Изнаночный ряд изнаночными петлями я провязала, вязание я перевернула на лицевую сторону, и с лицевой стороны у нас уже вот провязано наш участок лицевой гладью. Далее вот вязание держу, как я сказала, лицевой стороной к себе. Первую кромочную петлю я снимаю, и еще мы должны провязать нитью контрастного цвета лицевой ряд лицевыми петлями и изнаночный ряд изнаночными петлями. То есть вот эта наша белая контрастная полоса будет состоять из 4 рядов. То есть 2 лицевых и 2 изнаночных. Итого это получится 4 ряда. Итак, вот я провязала лицевой ряд лицевыми петлями, изнаночный изнаночными. И у нас получилась вот наша белая полоса состоит из 1, 2, 3, 4 провязанных рядов. Далее, смотрите, мы сбоку вот здесь поднимаем нить основного нашего цвета, и далее будем приступать к вязанию опять вот этой нашей бирюзово-голубой полосы. Так как вот эта полоса голубая у нас получается широкая, и сейчас мы будем провязывать вот этот участок, то есть также этот участок у нас будет состоять из 7 провязанных платочных дорожек. И чтобы потом не делать больших протяжек, вот здесь нить белого цвета мы можем уже обрезать. И далее первую кромочную петлю при смене цвета я провязываю вот лицевой, и опять я все петли в лицевом ряду провязываю лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. Вязание я перевернула на изнаночную сторону, первую кромочную петлю я снимаю, и сейчас опять мы вяжем полотно платочной вязкой, то есть все наши ряды и лицевые, и изнаночные мы провязываем лицевыми петлями, так чтобы у нас образовывались наши платочные дорожки. Я закончила вязать изнаночный ряд, и видите, с лицевой стороны опять у нас получилась одна провязанная платочная дорожка. Смотрите, таким образом мы дальше будем продолжать вязать вот эту верхнюю часть наших слитков. То есть если посмотреть ближе, смотрите, мы сейчас с вами провязали 7 платочных дорожек или 14 рядов.
Далее взяли нить контрастного цвета и 4 ряда провязали нитью контрастного цвета, так, чтобы здесь у нас образовывалась наша лицевая гладь. Далее мы сейчас вот провязали уже одну платочную дорожку нитью основного цвета, а всего этих платочных дорожек вот здесь мы должны провязать 7. То есть этот участок будет также равен 14 провязанным рядам. Все ряды мы вяжем лицевыми. Далее, когда мы провяжем вот эти 7 платочных дорожек, мы снова возьмем нить контрастного цвета и нитью контрастного цвета снова провяжем 4 ряда. Лицевой ряд лицевыми петлями, изнаночный ряд изнаночными петлями, лицевой лицевыми и изнаночный изнаночными. И дальше нить белого цвета также можем уже обрезать. Она нам больше будет не нужна. Сбоку поднимаем нить нашего основного цвета. И здесь также 14 рядов мы провяжем лицевыми петлями и в лицевом, и в изнаночном ряду. Так, чтобы и здесь у нас было провязано 7 платочных дорожек. То есть вот эта верхняя часть у нас будет равна 14 рядов платочной вязки, 4 ряда лицевой глади, 14 рядов платочной вязки, 4 ряда лицевой глади и снова 14 рядов вот платочной вязки. Поэтому по этой же схеме, которую вот мы сейчас с вами провязали и разобрали, как это что вяжется, мы дальше продолжаем вязать вот эту верхнюю часть. Далее я подключусь и измерю мою деталь в сантиметрах, и после чего мы приступим к вывязыванию нашего мыска. Итак, вот я провязала верхнюю часть слитков. Как я говорила, каждая из вот этих голубых полос у меня провязана вот из 7 платочных дорожек или 14 рядов. И вот этих 2 белых полосы у меня провязаны 4 ряда лицевой гладью. И высота вот этой моей детали сейчас получается где-то, ну вот 13,5 сантиметров. Опять же, высоту вот этой верхней части вы можете регулировать самостоятельно. А сейчас мы с вами будем приступать к вязанию вот этого мыска. Мысок, подъем и подошву я буду вязать лицевой гладью. Теперь смотрите, мы должны вот эти наши петли разделить на 3 части. На спице я здесь набирала 48 петель. Мысок я буду вывязывать из 14 центральных петель. Далее оставшиеся петли мы делим на 2 боковые части. Это у меня получается 17 петель 1 боковая часть, 14 петель мысок и 17 петель 2 боковая часть. Поэтому я беру вязание лицевой вот стороной к себе. И вот на круговую спицу я сейчас просто переснимаю, не провязывая первых 17 петель. Это петли боковой вот этой нашей первой части. После того, как я переодела вот петли боковой вот первой части, следующих центральных 14 петель это и будут идти петли мыска. Мысок я сейчас буду вязать на спицах также 3,5 миллиметра. Вот здесь нитку от моточка я не обрывала. Я сейчас беру вот ниточку из середины мотка, никаких закрепляющих узелков я не делаю, просто кончик кладу вовнутрь. И сейчас сразу же буду приступать к вязанию мыска. Первую петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет присоединение нити. И дальше провязываю остальные петли лицевыми, так, чтобы на вот этой нашей чулочной спице было провязано всего 14 петель. Вот первая петля, дальше вот у нас идет вторая, третья, четвертая, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 последнюю петлю я сейчас провяжу изнаночной. Это будет идти сейчас наша кромочная петля. Петли второй боковой части я сейчас также вот откладываю. И сейчас мы будем вязать только вот эту чулочную спицу
на которой у меня сейчас расположено 14 петель. Далее вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. И, как я сказала, мысок я буду вязать лицевой гладью. То есть в лицевом ряду все петли буду провязывать лицевыми, в изнаночном ряду изнаночными. Поэтому первую кромочную петлю я снимаю. И дальше все петли в изнаночном ряду до конца ряда провязываю вот именно изнаночными. Вязание я перевернула вот на лицевую сторону. Видите, у нас получается наша лицевая гладь. Смотрите, за счет длины этого мыска можно будет отрегулировать размер слитков. Вот этот мысок я сейчас буду провязывать лицевой гладью 34 ряда. Далее буду приступать к убавлению петель, так чтобы наш мысок немножечко закруглялся. Сейчас я провяжу за кадром эти 34 ряда, 2 ряда я уже провязала. Далее измерю мысок в сантиметрах, так чтобы вы могли ориентироваться не только на количество провязанных рядов, но и на количество сантиметров, которая должна получиться вот эта наша заготовка. То есть все наши петли в лицевом ряду мы провязываем вот лицевыми петлями. Первую кромочную петлю снимаем, последнюю петлю в конце ряда провязываем изнаночной петлей. Все изнаночные ряды мы провязываем изнаночными петлями. Так, я провяжу, как я сказала, всего 34 ряда. Итак, вот я провязала мысок лицевой гладью, как я сказала, 34 ряда. И если измерить в сантиметрах мысок, это получается сейчас, ну вот где-то примерно около 12 сантиметров. И сейчас я буду немножечко закруглять вот этот кончик мыска. И в ширину давайте сразу тоже измерим. Ширина у нас получается, ну, примерно около 6,5 сантиметров. Вязание я держу лицевой вот стороной вверх. И сейчас приступаем к вязанию 35 ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее после кромочной первую и вторую петлю я сейчас провязываю 2 вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Далее я вяжу все петли лицевыми, не довязывая до конца этого ряда 3 петель. Вот у меня осталось 3 петли. Сейчас первую и вторую петлю я вначале переверну так, чтобы правая стенка петли, вот она у меня правая стенка, была перед работой. Сейчас она у меня за работой, поэтому их вот переснимаю. Одеваю обратно на левую спицу и провязываю сейчас эти 2 петли, 2 вместе лицевой за переднюю правую стенку. И последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей. Вязание вот я перевернула на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны, вот в моем случае 36 изнаночный ряд, я провязываю все петли изнаночными. 37 лицевой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку петли. Далее вяжу опять все петли лицевые, не довязывая до конца этого ряда 3 петель. Когда в конце ряда у меня остается 3 петли, первую вот эту петлю и вторую я сначала переодеваю так, чтобы правая стенка петли была вот перед работой. И далее эти 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой за переднюю правую стенку. И последнюю петлю в конце ряда я провязываю изнаночной. На спицах у нас находится 10 петель. Изнаночный ряд мы провязываем сейчас опять все петли изнаночными. Далее вязание перевернем и сделаем последнее убавление точно таким же образом, как мы сейчас вот сделали до этого. И закончим вязание, провязывая изнаночный ряд, и на спицах у нас должно остаться 8 петель. То есть сейчас самостоятельно провяжем изнаночный, лицевой и изнаночный ряд. В лицевом ряду сделаем
убавление петель в начале и в конце ряда. Итак, вот я вывязала всю необходимую длину мыска. Давайте измерим в сантиметрах. Общая длина получается, ну вот, примерно около 14 сантиметров. Поэтому, как я говорила, отрегулировать размер слитков можно как раз-таки за счет длины этого мыска. То есть, соответственно, если слитки нужны на размер меньше, нежели я вяжу в мастер-классе, то вы должны были бы провязать меньшее количество рядов до убавок. Если слитки нужны на больший размер ноги, то и этот мысок нужно связать чуть подлиннее. То есть здесь я сейчас провязала общее количество рядов с учетом убавок 40 рядов. Но так как я уверена, плотность у нас будет отличаться у каждого, поэтому здесь вы ориентируетесь не только на количество провязанных рядов, но и на количество сантиметров, которые у нас получается вот в процессе вязания каждая из этих деталей. Ну а я сейчас, после того, как вывязала всю длину мыска, вот здесь ниточку от моточка можно уже обрезать. И сейчас мы будем приступать к вязанию подъема. Но вначале вот я мысок наш откладываю и возвращаюсь в начало вязания. То есть петли первой боковой части переснимаю вот с правой спицы на левую, на именно круговую спицу. То есть эти петли я возвращаю сейчас обратно. Петли я пересняла, вязание я держу вот лицевой стороной вверх. И сейчас приступаю к вязанию первого ряда подъема. Первую кромочную петлю я просто снимаю. Ниточку, как я говорила, от моточка здесь я не обрывала. И дальше петли первой боковой части я провяжу лицевыми. Вот петли первой боковой части я все провязала лицевыми, включая эту нашу последнюю петлю. И теперь как раз таки вдоль мыска, вот здесь в кромочные петли, я буду поднимать петельки. Теперь как же нам понять, сколько нам здесь необходимо поднять петель? Количество петель, которые мы здесь должны поднять, будет равно количеству провязанных нами рядов, разделенное напополам. То есть смотрите, вот здесь всего мысок я провязала 40 рядов. Поэтому 40 рядов мы делим напополам. Это получается 20. То есть вот здесь вдоль этого нашего мыска я сейчас буду поднимать вот 20 петель. Первая петля у нас идет вот как бы отсюда. Здесь у нас получается такая большая протяжка, такое расстояние, поэтому к этому числу я еще прибавлю одну петлю, которую я доберу вот именно вот здесь в этом участке. То есть итого здесь вдоль этой части мыска я подниму 21 петлю, с другой части мыска я также подниму 21 петлю. Петли можно поднимать или сразу на спицы, если неудобно, то можете помогать себе крючком. Вот здесь в этом стыке набираем петлю так, чтобы не было никаких больших дырочек. Первая петля, дальше вот у нас идет по кромочным петлям вторая петля, вот наша следующая кромочная петля, вот за 2 стеночки петли вставляем и спицей или крючком вынимаю третью петлю. Дальше вот четвертая петля, пятая петля и так далее. То есть до нашей вот этой чулочной спицы вдоль мыска я сейчас подниму 21 петлю. Так, вот я подняла 21 петлю и я дошла до нашей центральной спицы, где мы закончили вязать мысок. И петли центральной спицы я сейчас просто провяжу лицевыми. То есть это у меня получится 8 лицевых петель. 8 петель я провязала, далее вот нашу круговую спицу я вынимаю подлиннее, и сейчас вот как раз таки вдоль второй части мыска я также сейчас вот буду поднимать 21 петлю. Если неудобно сейчас вязать будет на круговых спицах, то можете эти петли распределить на чулочные спицы.
То есть получается, смотрите, вот здесь я сейчас подниму 21 петлю и далее петли второй боковой части я также провяжу лицевыми петлями. Последнюю вот здесь как раз таки петлю я провяжу изнаночной. То есть добираем 21 петлю, то есть в моем опять же случае, и провязываю лицевыми петлями вот эти боковые петли. Так, вот я подняла все петли и провязала. Вот, соответственно, теперь вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. И теперь наш подъем мы будем вязать поворотными рядами лицевой гладью. То есть получается, чтобы у нас образовывалась наша лицевая гладь с изнаночной стороны, эти петли мы должны сейчас провязать изнаночными. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли до конца этого ряда мы провязываем изнаночными. И вот я закончила вязать второй изнаночный ряд. Все петли, как я говорила, провязывала изнаночными. Вязание я перевернула на лицевую сторону. И вот с лицевой стороны у нас получается лицевая гладь. Смотрите, сейчас я буду приступать к вязанию третьего ряда лицевого. В лицевом ряду все петли буду провязывать лицевыми, в изнаночном ряду изнаночными. И этот подъем я сейчас итого буду провязывать 8 рядов. 2 ряда я уже провязала, поэтому мне осталось провязать подъем этот 6 рядов. Лицевой, изнаночный, соответственно, лицевой, изнаночный и лицевой и изнаночный. Поэтому вот первую кромочную петлю я снимаю и далее в лицевом ряду все петли провязываю лицевыми. Итак, я провяжу по этой же схеме еще 6 рядов. Итак, вот я провязала подъем лицевой гладью всего 8 рядов. И если измерить в сантиметрах, это получается примерно вот около 3 сантиметров. Вот таким образом выглядит моя заготовка. И теперь мы сразу будем приступать к вывязыванию подошвы. Подошву я буду вязать из 14 петель центральных. Поэтому мы берем общее наше количество петель. То есть в моем случае на спицах у меня сейчас 84 петли. От этих 84 петель мы отнимаем 14. Это получается у нас 70. И 70 мы делим на 2 боковые части. Одну и вторую. Это получается одна боковая часть у меня будет состоять из 35 петель, 14 петель подошвы и 35 петель вторая боковая часть. Вязание я беру лицевой стороной к себе. И сейчас я провяжу 35 петель. Это петли первой боковой части. Это с учетом нашей кромочной петли. То есть вот идет первая кромочная. Дальше вяжем все петли лицевыми. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и так далее. Так, чтобы на правой спице всего было провязано 35 петель. Итак, я провязала петли первой боковой части. На правой спице у меня 35 петель. И вот как раз таки средних центральных 14 петель это будут идти петли подошвы. Поэтому при провязывании сейчас вот опять начинаем считать. Первая петля подошвы, вторая, третья, четвертая. Вот 13, и у нас здесь сбоку остается последняя 14 петля подошвы и первая петля боковой части. Когда мы будем вязать вот наше вязание с лицевой стороны, 14 петлю подошвы и первую петлю боковой части мы будем провязывать 2 вместе лицевой петлей. После чего вязание я сразу переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны опять вяжем петли подошвы. Первую кромочную петлю я снимаю. Подошву, как я сказала, я буду вязать лицевой гладью, поэтому в лицевом ряду все петли вяжем лицевыми, в изнаночном изнаночными. Дальше вот вторая изнаночная, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, 9, 10,
13, и вот получается опять 14 петля подошвы и первая петля боковой части. Когда мы вяжем вот наш следок с изнаночной стороны, этих 2 петли мы должны провязать 2 вместе изнаночной петлей, после чего вязание сразу переворачиваем на лицевую сторону. Сейчас, когда мы сделали первое убавление, провязав одну петлю подошвы и одну петлю боковой части вместе, вот это расстояние здесь у нас уже будет четко видно. То есть это видно сразу: 14 идет петля подошвы, и это идет первая петля боковой части. Поэтому дальше просто вяжем внимательно, и вы не ошибетесь. Поэтому опять с лицевой стороны первую петлю снимаем и дальше вяжу. Вот 2, 3, 4, 5. Вот 13 петля и опять 14 петля подошвы и первая петля боковой части. С лицевой стороны эти 2 петли провязываем 2 вместе лицевой петлей, и вязание я сразу переворачиваю на изнаночную сторону. Вяжем, получается, вот все петли в изнаночном ряду изнаночными до вот нашей 14 петли. С изнаночной стороны 14 петлю подошвы и первую петлю боковой части мы провяжем 2 вместе изнаночной петлей. Так мы будем продолжать вязать нашу подошву лицевой гладью, убавляя в конце каждого ряда и лицевого, и изнаночного одну петлю от наших боковых частей. И так мы будем вязать, делая убавление до тех пор, пока здесь у нас в конце не останется от наших боковых частей по 6 петель с одной стороны, и соответственно с другой стороны также, пока не останется 6 петель. Итак, вот я провязала подошву до тех пор, пока от боковых частей не останется вот здесь и вот здесь по 6 петель. Теперь мы дальше будем продолжать убавлять петли боковых частей, только сейчас дополнительно мы еще будем и убавлять петли подошвы. Вязание я держу лицевой стороной вверх, первую кромочную петлю я снимаю и далее вяжу лицевые петли, не довязывая до конца ряда 3 петель именно подошвы. То есть вот у нас должно остаться 6 петель боковой части и 3 петли подошвы. Сейчас первую и вторую петлю я должна провязать вот в конце ряда 2 вместе лицевой петлей. Это мы убавили одну петлю подошвы, и далее последнюю эту петлю подошвы и первую петлю боковой части мы также продолжаем убавлять в лицевом ряду, провязывая их 2 вместе также лицевой петлей. И вязание я сразу переворачиваю на изнаночную сторону. Первую я снимаю петельку и дальше в изнаночном ряду вяжу все петли изнаночными, не довязывая опять до конца этого ряда 3 петель именно подошвы. И вот когда в конце ряда у нас опять остается 6 петель тут и 3 петли подошвы, первую и вторую петлю подошвы я провязываю 2 вместе изнаночной петлей, и последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части мы также провязываем 2 вместе изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. Таким образом мы дальше будем продолжать убавлять петли. То есть в конце каждого ряда мы убавляем 2 петли. Одну петлю подошвы и одну петлю боковой части. Итак, вот я делала убавление до тех пор, пока у меня вот на спицах не осталось 4 петли. 3 петли подошвы и 1 петля боковой части, так как сейчас с этой стороны я уже убавила последнюю петлю боковой части. Вязание я держу вот изнаночной стороной к себе. Первую петлю я снимаю, вторую петлю я провязываю изнаночной, и этих 2 петли я сейчас провяжу 2 вместе изнаночной петлей. Это петля боковой части и петля подошвы. И вязание я сейчас переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны эти 3 петли я провяжу 3 вместе лицевой петлей. Далее петельку эту я вытаскиваю подлиннее, и нитку от моточка мы обрезаем с тем учетом, чтобы нам этого кончика хватило сшить вот этот задний шов. Далее в эту нашу петлю
мы продеваем кончик, который мы обрезали от моточка, и петельку эту аккуратно затягиваем. Теперь этот кончик мы должны одеть в иголку с большим ушком. Сшивать следок я буду вот по лицевой стороне. Поэтому я беру два задних края, складываю между собой. Все кончики я пока кладу вовнутрь. В конце нам нужно будет их спрятать. И смотрите, на вот этом участке, где у нас идет участок с лицевой гладью, это где мы вязали наш подъем, я буду вставлять иголку. То есть вот смотрите, кромочная петля, вот она у нас, раз, два, три и так далее. То есть между кромочной вот этой петлей и лицевой вот этой дорожкой, вот здесь в этих участках вот справа налево я буду вставлять иголку. То есть между кромочной и первой лицевой петлей справа налево здесь. А с другой стороны у нас также вот идет кромочная и лицевая петля. Также вот в этом промежутке я вставляю иголку справа налево, то есть между кромочной и первой лицевой петлей. И ниточку вытаскиваем. Здесь справа вот налево. И здесь вот справа налево. Здесь участки, где у нас идет платочная вязка, я буду вставлять иголку также справа налево за первую петлю от платочной дорожки. То есть платочная вязка, кромочная петля и вот первая петля от платочной дорожки. Вот раз, два и так далее. Вот наша первая платочная дорожка и первая петля справа налево здесь. И здесь также платочная дорожка и первая петля здесь. Следующая платочная дорожка и первая петля здесь и также здесь справа налево в первую эту петлю. Платочную вот вязку я прошила. Дальше у нас идет белая полоса. В белую полосу я буду вставлять иголку также справа налево, но буквально один стежок с одной и с другой стороны. То есть здесь вот с одной стороны я вставляю иголку справа налево, то есть точно таким же образом, как здесь мы прошивали нашу лицевую гладь. Здесь также вот один стежок справа налево. И дальше пошла опять платочная дорожка. Вот справа налево в эту платочную дорожку, затем в эту платочную дорожку. Так мы сшиваем вот наш следок до конца. Итак, вот я прошила весь шов до конца. Теперь перед тем, как закреплять наши кончики по изнаночной стороне, вот этот шов, который мы сейчас с вами сшивали, перед тем, как обрезать и закреплять эту нитку, мы должны вот так хорошенечко подтянуть, убедившись в том, что здесь ничего нигде не перетянуто. После этого только мы выворачиваем наши следки на изнаночную сторону и все наши кончики прячем по изнаночной стороне любым удобным для вас способом. И вот, друзья, после того, как по изнаночной стороне мы спрятали кончики, следки наши полностью готовы. Теперь я рекомендую следки эти постирать, так как после стирки вот петли лицевой глади у нас станут более ровными. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому не забудьте поддержать это видео пальчиком вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще с вами встретимся в новых наших видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.